Известно ли вам, что в природе существуют представители флоры и фауны, размеры которых поражают воображение? Смотрите нашу подборку до конца, и вы увидите не только самых больших животных в мире, но и тех, чьи габариты намного отличаются от типичных. Готовы? Тогда поехали! Кролики – это очаровательные создания с мягкой шерсткой. Они могут быть довольно крупными, достигая в длину 122 сантиметра. Сегодня Дариус – самый большой кролик в мире. Его рост составляет 130 сантиметров, а вес – внушительные 22 килограмма 200 граммов. Но его титул под угрозой. У него есть серьезный конкурент – его сын Джефф. Джефф еще растет, и его владелец Аннет Эдвардс уверена, что он может стать больше своего отца-рекордсмена. Сейчас рост Джеффа уже 110 сантиметров. И кто знает, каких размеров он достигнет через полгода. Потенциальный наследник титула самого большого кролика в мире вызывает огромный интерес у любителей этих милых животных. Будем следить за развитием событий и ждать новых рекордов от Джеффа. Ахатины – это вид улиток, которые могут достигать внушительных размеров, но одна из них побила все рекорды. Она выросла до 20 сантиметров, что практически равно размеру взрослой человеческой руки. Этот гигант среди улиток вызывает удивление и интерес у многих людей. Ахатина не только большая, но и крепкая, а ее поверхность покрыта слизью. Такие улитки встречаются во многих регионах и могут наносить вред сельскохозяйственным культурам. Они много едят и быстро размножаются, что делает их одними из самых опасных инвазивных видов. Эта аномально большая ахатина напоминает нам о том, как важно быть осторожными и внимательными к окружающей среде. Ведь даже такие, казалось бы, безобидные существа могут стать серьезной угрозой для природы и сельского хозяйства. Зевс был настоящим гигантом среди собак. Когда он стоял на 4 лапах, его рост составлял почти 112 сантиметров, а когда поднимался на задние лапы – целых 213 сантиметров. Этот добродушный великан весил 165 килограммов и стал известен всему миру благодаря книге рекордов Гиннесса. Кевин и Деннис Дорлек, владельцы Зевса, рассказывали, что их питомец съедал около 14 килограммов корма за 2 недели и пил воду прямо из кухонной раковины, стоя всеми 4 лапами на полу. Для перевозки такого большого пса требовался целый грузовик. Самый частый вопрос, который задавали хозяевам Зевса – это собака или конь? К сожалению, жизнь этого гиганта была недолгой. Он умер в 2014 году, немного не дожив до своего 6-го дня рождения. Обычно, когда мы думаем о пауках, представляем крошечных восьминогих существ с маленькими глазками, плетущих красивые паутины. Но есть один вид, который выделяется среди остальных. Это птицеед голиаф, обитающий в амазонских джунглях. Этот паук относится к тарантулам и является настоящим монстром в мире животных. Хотя большинство людей не боятся пауков, после знакомства с этим видом многие могут стать тарантулофобами. Птицеед голиаф обитает в тропических лесах Южной Африки и может весить до 175 граммов, что очень много для паука. Несмотря на свое название, эти пауки не питаются птицами. Их рацион состоит в основном из змей, грызунов и жаб примерно их размера. При упоминании имени Геркулес сразу представляется кто-то очень большой и могущественный. И это имя действительно подходит самому крупному коту в мире, который весил 418 килограммов, согласно рекорду Гиннесса, установленному в 2014 году. Геркулес – это лигр, то есть гибрид между львом-самцом и тигрицей-самкой. Он живет в сафари-заповеднике Миртл-Бич в Южной Каролине. Размеры этого величественного создания впечатляют. Длина составляет 335 сантиметров, а высота – 152 сантиметра. Лигры известны своим огромным аппетитом, и Геркулес не исключение. Он ежедневно съедает больше 13,5 килограммов мяса, что равно весу 2-летнего ребенка. Благодаря своим размерам Геркулес может быстро набирать вес и быстрее бегать, а также прыгать на 10 метров, что исключительно много для такого большого кота. Хотя лошади обычно крупнее среднестатистического человека, Большой Джейк – исключение. Этот великолепный жеребец поражает своими размерами. По официальным данным, его рост составляет почти 183 сантиметра, а вес при рождении был около 108 килограммов, что на 23 килограмма больше среднего для его породы. Джейк не только огромен, но и дружелюбен. Он прекрасно ладит с людьми и имеет множество поклонников.
1933 году свинья по имени Большой Билл, принадлежавшая Элиасу Буфорду Батлеру из города Джексон, штат Теннесси, США, получила титул самой крупной свиньи в мире. Размеры Большого Билла поражали. Высота достигала 152 сантиметров, а длина – 274 сантиметров. Вес животного был просто шокирующим – более 1157,5 килограммов. До сих пор ни одна свинья не смогла превзойти этот рекорд. Впоследствии появлялись сообщения о другой огромной свинье, которая к 5 годам достигла веса в 900 килограммов. К сожалению, животное погибло в 2009 году из-за проблем со здоровьем, вызванных малоподвижным образом жизни. Из-за своего огромного веса свинья практически не могла двигаться. Гигантская лягушка или лягушка-голиаф может показаться не слишком страшной, но если вы увидите, как этот гигант квакает на вас, то можете испытать небольшой шок. Самая большая лягушка из когда-либо встреченных людьми была размером с кулак, но этот гигант длиной 30 сантиметров, вытянув лапы, становится еще больше. Головастики этого вида по размеру похожи на головастиков других видов лягушек, но затем они начинают быстро расти. Лягушка-голиаф обитает в Камеруне и других частях Африки и не отличается примерным родительским поведением. После того, как самка откладывает яйца, она сразу же исчезает, превращаясь в лягушку-путешественницу. Обычно мы представляем крабов, когда думаем об изысканном ужине на берегу моря с бутылкой хорошего французского вина. Но эта гастрономическая мечта улетучивается, как только вы сталкиваетесь с японским крабом-пауком. Среди крупных видов крабов он действительно страшен, особенно если встретить его на темном и холодном пляже. Японский краб-паук – это огромное существо, достигающее 548 сантиметров в длину и весом почти 20 килограммов. Самые крупные представители могут вырастать до 45 сантиметров и иметь размах первой пары ног до 3 метров. Обитает этот краб в Тихом океане, недалеко от побережья Японии на глубине 200-300 метров. Несмотря на свой устрашающий вид, японский краб-паук имеет довольно спокойный нрав. Удивительно, но в некоторых регионах Японии его считают деликатесом и употребляют в пищу. Из-за значительного сокращения численности этого вида, самого крупного представителя членистоногих в мире, принимаются меры по его сохранению. 12 октября 2011 года в Канзас-Сити, штат Миссури, США обнаружили питона длиной 762 сантиметра. В то время он считался самой длинной змеей в неволе. По оценкам зоологов, питону было 10 лет. Чтобы его удержать, потребовалось 15 человек. После поимки питон был передан местному агентству развлечений и получил имя Медуза. В неволе змея питалась оленями, кроликами и ястребами. Медуза была способна съесть 36-килограммового оленя за один раз. Представьте себе огромное пресмыкающееся, которое достигает в длину более 6 метров и весит почти тонну. Это не просто большой крокодил, это настоящий гигант, который вызывает трепет и восхищение одновременно. Речь идет о лалонге, самом большом крокодиле, которого когда-либо содержали в неволе. Этот тихоокеанский или морской гребнистый крокодил был пойман в сентябре 2011 года в заливе Будда-Вонг на Филиппинах. Чтобы поймать этого гиганта, потребовалось около 3 недель и сотни человек. Лалонг оказался очень агрессивным и несколько раз пытался вырваться из ловушек, прежде чем его смогли одолеть. На момент поимки ему было примерно 50 лет. После поимки лалонга перевезли в другое место, где за ним могли ухаживать и заботиться о нем. Австралийский эксперт по крокодилам Адам Биттен подтвердил, что лалонг является самым длинным из когда-либо пойманных крокодилов в мире. Эксперт измерил его под наркозом в вольере в ноябре того же года. Сегодня лалонг продолжает привлекать внимание людей со всего мира. Он остается одним из самых удивительных и загадочных существ на нашей планете. В 2005 году в Таиланде поймали сома, который оказался самой большой пресноводной рыбой из когда-либо пойманных. Ее вес составил 293 килограмма, и рыбакам потребовался целый час, чтобы затащить сеть с рыбиной на судно. Сначала планировалось содержать сома в закрытом пространстве, но он погиб. В итоге местные жители приготовили его. К сожалению, этот вид рыб находится под угрозой исчезновения из-за чрезмерного отлова. В
Гигантские черепахи – это удивительные создания, которые обитают на Сейшельских и Галапагосских островах. Они поражают своими размерами и могут дожить до 100 лет. Мало кто знает, что раньше черепахи жили в разных уголках планеты. Особенно крупными были особи, обитавшие у берегов Индии. Их размеры в 2 раза превышали габариты современных гигантских черепах. Эти пресмыкающиеся не только обладают внушительными размерами, но и демонстрируют высокий уровень интеллекта. Кроме того, они умеют плавать. К сожалению, численность этих животных сократилась из-за человеческой деятельности. В прошлом люди охотились на них ради пропитания. Несмотря на свою медлительность, которая облегчает охоту, гигантские черепахи все еще вызывают восхищение своей величественностью и долголетием. Гигантские кальмары – одни из самых загадочных и удивительных существ, обитающих в морских глубинах. Они поражают своими размерами и вызывают интерес у ученых и любителей морской фауны. Самый крупный гигантский кальмар, зарегистрированный учеными, достигал 12 метров в длину. Однако существуют свидетельства о еще более крупных особях. Так, согласно научному докладу 1887 года, в водах Новой Зеландии был замечен кальмар длиной 16 метров 80 сантиметров. Недавно в интернете появилась фотография гигантского кальмара, выброшенного на берег в Санта-Монике, штат Калифорния. Автор утверждал, что животное появилось там после аварии на атомной электростанции Фукусима. Однако фоторедактор журнала National Geographic сразу же усомнился в подлинности фотографии. Его смутила неестественная форма лежащего животного и тень кальмара на снимке. Поэтому вряд ли фото можно считать настоящим. Природа – это удивительный мир, полный загадок и красоты. Чем больше мы узнаем о ней, тем сильнее проникаемся ее неповторимым очарованием. Она не перестает удивлять нас своими чудесами и загадками. Друзья, у меня есть для вас очень интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках. Или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании. А на сегодня это все. До новых встреч!